Всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи, когда вы там меня смотрите. Очередной выпуск новостей на нашем канале не заставил себя долго ждать. Сегодня обсудим много чего интересного, но прежде всего хочу поздравить в очередной раз Дмитрия Кузьмичева с тем, что он выиграл 500 рублей в нашем конкурсе комментариев. Это тот самый парнишка, который у нас выиграл в конкурсе футболок, получил уже эти две футболки, а сейчас еще и пятихаточка ему на карточку прилетит. Вот скриншот, можете убедиться сами. Участвуйте в конкурсах, опять же. Никакого здесь кидалова нет, и вы можете убедиться в этом лично. Поэтому пишите комментарии по теме ролика. Каждую неделю выбираем случайным образом одного победителя. Победителю либо на Сбербанк, либо на Киви кошелек отправляем 500 рублей. И еще, напоминаю про еще один конкурс. По достижении 500 подписчиков мы разыгрываем толстовку от компании Nike. Очень крутую, кайфовую толстовочку. Вот опять же она. Можете убедиться, посмотреть. Надеюсь, понравится. Цвет победитель будет выбирать сам, размер, соответственно, тоже. Короче, что сидим, кого ждем? Переходим к новостям. Погнали. Первая новость. Сразу же идем с места в карьер. Не идем, а летим. Александр Емельяненко сходил на шоу «Что было дальше?». Сказал, что ему понравилось, что ребята там все умные, сдержанные, хорошо посидели, весело поговорили. В общем, вот. Понятное дело, что ребята на него особо не гнали. Видимо, никто не хочет ехать не домой после съемок, а на травму. Потому что всякое может быть. Мы же знаем, что есть за ним определенный грешок, но мы не будем об этом упоминать лишний раз. Просто дождемся выпуска и посмотрим на то, как он там себя проявил. Надеюсь, будет весело и будет что обсудить в следующий раз. А мы переходим к следующей новости. На неделе всплывала новость о том, что московский баскетбольный клуб ЦСКА может подписать разыгрывающего Айзею Томаса. Это вот тот самый маленький веселый парень из Бостона, через которого колотил Леброн, будучи в Майами. Так вот, что я могу сказать? Этого не произойдет. Это была не то чтобы утка, просто кто-то решил новость такую слить и хайпануть на этом. Сам Айзея сказал, что он не хочет переезжать за границу, ему нравится в Америке, и сейчас он, по-моему, проходит просмотр то ли в Новом Орлеане, то ли еще где-то. В общем и целом, парнишка немножко подпросрал свою карьеру, но, надеюсь, реабилитируется, потому что как разыгрывающий довольно прикольный, динамичный, веселый парень. Можно будет посмотреть. Надеюсь, он какой-то состав и усилит. За ним было бы интересно наблюдать в Миннесоте, как вариант, потому что у них состав еще молодой, развивающийся, но никак не в Лейкерс, потому что делать ему там нечего, по возрасту не проходит, слишком молодой еще. Короче, в ЦСКА он не пойдет. Все нормально, ребята. Остается там у себя на родине. А мы идем дальше. Карим Абдул-Джабар высказался следующим образом. Споры о том, кто круче и о величайшем игроке в NBA, это полная ерунда. То же самое, что сравнивать, кто быстрее, Супермен или же Флэш. Полностью согласен, это абсолютный бред, но на сегодняшний день у нас очень любят хайпить на теме, кто же все-таки greatest of all time. Это Леброн, или же это Майкл Джордан, или же это вообще Коби Брайант и так далее и тому подобное. Не сходятся во мнениях. Учитывайте, что сколько людей, столько и мнений, и очевидно, что для кого-то будет Леброн лучшим игроком, для кого-то Джордан будет лучшим игроком, для кого-то вообще Билл Рассел, который в свое время заработал 11 перстней, хотя играл с пожарными, грубо говоря. На вкус и цвет фломастеры разные, вы учитываете это, и Карим об этом говорит в очередной раз. Я вообще не понимаю, зачем столько лет подряд поднимать одну и ту же тему. Многие называют Джордана крутым, сейчас у нас есть Леброн, в нынешнюю эпоху Леброн крутой, все. Это не обсуждается. Всегда будет кто-то один, который будет выделяться, будет вытягивать и так далее и тому подобное. В следующую эпоху, возможно, это будет Лука Дончич или же Янис Атетокумбо. Время покажет. Ну а пока мы переходим к футболу. Погнали. Зенит проиграл Челси в 1 гол. Такие дела. 0-1 он проиграл. Уступил в Лондоне, пропустив от Ромелу Лукаку на 69-й минуте. Первое поражение «Зенита» с марта, и команда Симака выглядела достойно, но в Лиге Чемпионов серия грустная, это 7-е поражение уже к ряду. Поэтому, ребята из «Зенита», давайте крепитесь, мы за вас держим кулачки. Дзюба, старайся забивать. Ну а что такое тут? Не дело совсем, надо бить по мячу, а не рукой дергать. Ну так вот, переходим к следующей грустной для Барселоны новости. Бавария в очередной раз их вынесла, в этот раз вообще 3-0, и как-то это все грустненько для Барселоны. Можно увидеть это на лицах игроков Барселоны, то, что они довольно-таки сильно разочарованы этим поражением, потому что оно к ряду стало уже
далеко не первым, по-моему, то ли 5-е, то ли 6-е, могу ошибаться, можете поправить меня в комментариях, и напоминаю, что сможете за это выиграть 500 рублей, теоретически, но это не точно. Так вот, Манчестер Юнайтед внезапно проиграл Young Boys 1-2, было удаление Уан-Бисаки в первом тайме и привоз Лингарда на 95-й минуте. Роналду забил рекордный 135-й гол в турнире. Поздравляем Криштиану, молодец, который раз подтверждает звание одного из самых лучших футболистов в мире. Красавчик. Состоялась пресс-конференция, которая была посвящена открытию нового сезона Лиги ВТБ по баскетболу. Напоминаю, анонсировали, что сейчас у нас новый бюджет, очень большое количество денег было залито в лигу, и будем смотреть на самом деле. Там же у нас есть лимиты на легионеров, не то что в футболе. Вот, и будет играть много русских ребят, посмотрим на иностранцев, которые будут выступать. И также они анонсировали о том в рамках пресс-конференции, что был представлен новый партнер лиги, и этим партнером стала букмекерская компания Олимбет. Поздравляем ребят с сотрудничеством. Думаю, будет довольно классное, долгое, длительное сотрудничество, плодотворное, самое главное. А мы едем дальше. Новость недели из мира тенниса пришла откуда не ждали. Даниил Медведев, шучу, конечно же ждали. Даниил Медведев стал чемпионом US Open 2021 года, с чем мы его сердечно поздравляем. Отвоевал прям в серьезных поединках против Новака Джоковича. В 3 партиях он вынес его в каждой 6-4. Даниил, поздравляем, молодец. За тезку, как всегда, горжусь. Красавчик. Перейдем немножко к единоборствам, поговорим о них. И первая новость такая, инсайдерская. В США обсуждают создание новой лиги поединков по ММА. Это будет нечто отличающееся от нынешней UFC. Почему? Потому что сейчас в UFC бойцы получают 16% суммы от pay-per-view, от гонораров и так далее и тому подобное. Вот, и, соответственно, будет что-то похожее на NBA, на NHL, на NFL и так далее, где будет создан профсоюз бойцов, которые будут отстаивать интересы этих самых бойцов. И рассчитывается, что примерный заработок у ребят вырастет до 50% и будет, как и везде, делиться 50/50 между лигой и между бойцами, собственно, как то в НХЛ, там 50% зарабатывают, соответственно, владельцы команды, и 50% отдается ребятам из самих команд. И они уже дальше распределяют эти доходы так, как считают нужным. Вот, соответственно. Александр Шлеменко рассказал, точнее намекнул, почему следующий свой бой он проведет в лиге, промоушене точнее, Eagle FC. Eagle FC, напоминаю, это промоушен, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову. И мне кажется, что... Вот многие, кстати, форсировали новость о том, что Хабиб якобы пообещал Шлеменко поговорить с Даной Уайтом, что якобы будет какой-то бой в UFC у Шлеменко и так далее. Нет, ничего не будет. Шлеменко старый для UFC. Уайт не хотел подписывать чувака, которому 30 лет, которому показался ему старым. Типа, ребят, ну это старое мясо, зачем с ним как-то бороться, биться, зачем его продвигать и так далее и тому подобное. Это сказал Дана Уайт. Не помню в отношении кого из чуваков, поэтому называть имен не буду. Но многие форсируют новость о том, что якобы Хабиб замолвил словечко перед Уайтом о Шлеменко, но это, ребята, не так. Очень сильно в этом сомневаюсь, хотя Шлеменко говорил о том, что не будет раскрывать все детали, о которых договорились, но, мол, Хабиб сделал ему такое предложение, от которого он не смог отказаться. Что это за предложение? Ну, не знаю. Может быть, узнаем в будущем, может нет. Но поживем и увидим. Возможно, это какой-то очень крутой гонорар. Я думаю, это примерно так и есть. А теперь новости из мира контрацепции. Леонид Федун заплатит штраф за то, что болельщики обозвали его гондоном. Вот и все. 150 тысяч штрафа заплатит владелец Спартака за то, что болельщики его вот так оскорбили. Думайте сами, решайте сами, адекватно это или нет. Я считаю, что нет. Ну и хватит новостей, все, хорош. На этом у меня на сегодня все. Напоминаю вам про конкурс, который у нас проводится на канале. Еще раз. 500 подписчиков, разыгрываем крутейшую найковскую толстовку. Цвет выберет победитель, размер выберет победитель. Мы в любую точку мира это все дело отправим. Желаю всем удачи. И еще один конкурс. Оставляйте комментарии на темы выпуска из этого ролика. Пишите, да все что угодно на самом деле, что касается именно тематики ролика. Подписывайтесь на канал, и тогда у вас будет возможность выиграть целых 500 рублей просто за коммент. Ставить лайки или дизлайки — это уже ваше право.
Я же вам желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, занимайтесь спортом. Всем вам удачи, увидимся на следующей неделе. Пока-пока.